тебя видела. Ну-ка, выходи ко мне, будешь моя помощница. Ну, готова? Танцуем тоже. 3! Догонит, ой, не догоните, ой. А теперь дедушка за вами. Ой, сейчас поймаю кого-то. Ой-ой-ой-ой. А теперь вы за мной. А теперь я как поймаю здесь. Я не вижу людей. Понимаете, мое искусство, она создана в том, что когда делаю музыку, смотрю людей в глаза. Поэтому, если возможно, передвинуться немножко, чтобы я мог... Друзья операторы, если вы можете передвинуться и показать Теодору публику, сделайте это, пожалуйста. Мы можем подождать, это не страшно. Пожалуйста. Да, проблемы нет, ждем. Друзья, ну, в эту сторону и в левую сторону. Давайте организуемся все вместе и сделаем друг другу хорошо. Хотите, чтобы я это делал? Я могу это сказать. Молодой человек, давайте сюда. Вот сюда. А вы сюда. Давайте сюда. Друзья, кто-то сюда хочет переместиться? Понимаю, что никто не хочет, но кому-то придется. Мне нужно увидеть людей, которые пришли общаться. А там не вижу людей. Спасибо за понимание. Еще раз извиняюсь за неудобства. Дело в том, что Дягилевский фестиваль – это фестиваль коммуникации, это фестиваль наше с вами общение, это фестиваль, где люди встречаются с людьми. Спасибо. У нас есть время на последний вопрос для Теодора. Оля, здесь справа. Музыкальное обозрение. У меня короткий вопрос. Почему здесь пахнет ладаном? Пахнет ладаном. Везде, где Теодор, пахнет ладан. Я хотел бы несколько слов сказать о Дягилевском фестивале и об этом 13-м Дягилевском фестивале. Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы эта цифра 13, она как-то так прошла, с юмором. Прекрасно понимаю, что я всего лишь, по-моему, третий губернатор времен творчества в Пермском крае Теодора Курензиса. И поэтому, исходя из этого, спешу тогда уступить ему эту замечательную сцену, занять место в зрительном зале, чтобы вместе с вами, чтобы мы все могли насладиться этой прекрасной музыкой. Спасибо, Максим Геннадьевич.
он создал это все. Что это не просто СМИ или слухи какие-то, а что это, самой своими глазами это увидеть. Что он нас всех, весь мир взбудоражил и создает вот эту свободу. И поэтому хочется жить. Да, смысл появляется. Спасибо огромное. Спасибо большое. Потому что все-таки это про высокое искусство, понимаешь, в самом высоком смысле этого слова. Да. Какие-то ежеминутные. Я на Старике Море еще идем в четверг на Старике. Я на пятницу взяла. Теодор – это главное звено этого праздника. То есть это главное событие. Это главное событие, мне кажется, вообще нашего времени, в котором мы живем. Вот удивительным образом это произошло. Это Чедра называется. Нет, это называется Бурга. Удачи нам всем, да. С Богом. С Богом. Конечно. Хотите, я вам могу рассказать о парфюме, может быть, если вы желаете. Теодор сам ее разработал? Да, совместно с парфюмерным домом швейцарским. Сейчас пахнет кожей и солью. Для меня Септембр пахнет ладаном, тонко ладаном. На машине. Ну иди на машине, мы хотим нашу. Здравствуй, мой хороший. Можете снимать. Мы самый обнимающийся коллектив. Этому нас научил Питер Селлерс. Он нам рассказывал очень много о традициях майя, о том, что у них нет слова «я» вообще в обиходе. Они всегда говорят «мы». Юля, здравствуй. Привет. А вот волшебная Марина. Это артисты хора «Музыка Этерна». Это коллектив Теодора Курензиса. Кроме того, что у нас самый лучший дирижер, у нас еще и самый лучший хормейстер, но этой информации не для всех. К счастью, его здесь нет рядом. Это потому, что я здесь стою, и они это так говорят. На самом деле... Ненависть вообще. Ненависть. Но девочки симпатичные очень. Наверное, готовы тоже вам что-нибудь интересное рассказать. Так, Катя, у меня платок нормальный на шее. Воду убираем из кадра. Не безинтересно то, что коллектив действительно со всего мира. И вот есть барышни из Белоруссии, которые... Когда наш мастер просто работает словом, даже не фразы, не музыка, когда он объясняет, как нужно это спеть, иногда создает образ такой силы, что потом неделю невозможно прийти в себя. Воскресенье. Мертвая природа. Вот эти мастер-классы позволяют почувствовать эту ту, наверное, интенцию, с которой мы пришли в эту профессию. Надо сказать, что все, что было до этого, это как бы не то чтобы не в счет, но это просто совершенно другое. То есть то, что происходит здесь при работе с Теодором, то есть совершенно какая-то другая материя, вообще другое состояние, и он заставляет нас вместе с собой вот через это пройти. Это иная подготовка, это иное отношение к нотам, к музыке, в общем. Это немножко становится сильнее, когда уходит немножко из прямой контекст сатира. В этом есть какая-то вера, глубокое убеждение. Нет
соединена с конвенцией, здесь в такой момент это все исчезает. И все эстетические теории умирают. Здесь вот эти шаги. Вышли те, которые думали, что они живут только в исторических книгах, они живые. И вышли, они ходят. Пустыня. Поют это. И другие могилы бьют, ждут воскресенья, они старые. Есть эта харизма. Вот харизма по-гречески дар от Бога. И это у него есть. И это вот, он передает свою энергию, свою волю. Вот это руками, конечно, если вы смотрели на его глаза, Да. вот там просто все есть, вся музыка, вся философия. Вот это, это, наверное, вот что я взял. Это вот этого мастер-класса. Вот через это надо идти к музыке. Это не вопрос просто здесь на 3, здесь на раз. Он говорил, вот, любой человек может это делать раз, два, 3, это не важно. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Это было для нас довольно экстремально, и вы нас поставили в сложные условия, но мы... Не, молодцы. Вы хоровик? Бывший. Вы? Я впервые дирижировала хором. Это А вы кто по специальности? пианистка, потом гитаристка и теоретика. Все хорошо у вас, просто, видите? Подход другой. Для меня это был первый опыт дирижирования хором, и это просто супер лучший хор, это лучше в мире. невероятный хор. Да. Они делают все, что хочешь один. Можно послушать? Вот, у нас порядка там. Там был рядом. Я же здесь работаю. Ты в смысле поешь? Нет, я думал, ты как дирижер в мастер-классе тоже еще. Я все понял. Когда мы создавали коллектив, когда мы там, с Теодором говорили про идеальный вариант коллектива, это понятно, что это все музыканты высочайшего уровня, фантастические профессионалы, но что еще для нас очень важно, это должны быть люди, которые абсолютно единомышленники, которые друзья. Я с сигаретой. В любом европейском оркестре репетиция от стальки до стальки, перерыв точно по расписанию. И даже если там остается, не знаю, полстранички еще пройти, дорепетировать, все, концертмейстер встает, показывает дирижеру на часы, оркестр поднимается, уходит. У нас ничего подобного нет. Достаточно большой объем репетиций мы тоже открываем для публики, чего, в общем, практически никто в мире не делает. Это задумка нашего художественного руководителя. Посмотрите, по-моему, это потрясающе. Здесь так было уныло, так грустно. А теперь это прекрасно. Сюда ходят, чтобы посмотреть, как стены выкрашены. Здрасте. Вот она. Вот она стена, которая, как бы размеры театра вы себе можете представить. То есть театр был очень крохотным.
Нет. Вот. Можно? Добрый день. Моя любимая женщина, моя любимая коллега. Спасибо. Медея Саниди. Я очень хочу, чтобы вы с ней поговорили. Оно того стоит. Оно. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Профессор Матиас Хёвс, директор театра Андрей. Nice to meet you. Борисов. Привет, дорогой. Здравствуй, дорогой. Был вчера шикарный концерт просто профессора. Удачи всем. Если вы хотите, моя история. Я этническая гречанка, родившаяся в Советском Союзе. Теодор, давно зная меня, потому что в Греции я с 91 года, он еще был молодым, знал обо мне, я его не знала, он меня знал. Вот. И в какой-то момент, когда мы уже познакомились, он уже был в России, он уже учился в Петербурге, и он меня пригласил в Пермь. Он мог поехать в Америку, в любую страну, и в Америку тем более. Он мог ехать... Борь, заходи. Он мог поехать в Juilliard School учиться. Ну, давай попробуем. Что вы, без света сидите? А вот не надо свет. Вот ты напрасно включил его. Выключай, давай. Свой свет есть. Давай. Я 4 такта играю. Quel strage orrenda nel tuo nobil regno fa il crudo mostro. Ты знаешь, вот давай подумай о том, что все это, чтобы не было одинаково. Сначала вот если первое. Прям даже не, как бы не глядя на него, просто констатируя, что посмотри, что творится у тебя. Volgi intorno lo sguardo, sire, e vedi quel strage orrenda nel tuo nobile regno fa il crudo mostro. Тогда так, да, если так не даешь, я тогда сыграю так. Когда Теодор мне предложил приехать в Новосибирск, я ему сказала: ты так далеко забрался, а ты не можешь как-нибудь позападнее? И вот когда пришло время, и он сказал о Перми, что он будет перебираться из Новосибирска в Пермь, я сказала: да, это, конечно, позападнее реально, позападнее, но это еще не совсем западнее. Но поэтому я не сразу сказала «да». Я думала. И вот я прилетаю под утро, и я так, снега полно, у нас же цветут там деревья, там апельсиновые да мандариновые, пахнет все вокруг, ароматы, солнце, море. А тут снег, сугробы такие, 29 градусов, в жизни своей не знала этого, опыта у меня такого не было. И я так, о Господи, куда я приехала? Я правда так сказала сама себе. Да. Все, молодцы, гуляем. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Ну и вот так закрутилась, завертелась с 11 года. Вот такая история. Вы не забудьте этот... Да. Когда весна начнется. Очень хочется весны. Солнце хочется, согреться хочется. Так уже лето скоро. Ну, наверное. Это называется зеленая зима, как мне сказали. Здесь иногда и оркестр репетирует. Все тут такое. Дайте ему в зал Здравствуйте. Добрый день. Извините, мы вам помешали немножко. Хорошо. Все. Беги коленями вперед, Сисон. По-моему, очень уютный театр. Очень уютный.
Теодор, он человек с миссией. Это глубоко верующий человек. Я сейчас такие интимные вещи говорю, даже тут, думаю, имею право я там это говорить, но я это знаю, я это чувствую. Во-первых, он согревает, он теплый человек. Это с одной стороны. И ты можешь быть сильным, как бы самодостаточным и все такое, а когда ты рядом с ним, ты как бы ты чувствуешь себя под его защитой. Это удивительная вещь, это чисто психологические какие-то вещи. Теодор и два выдающихся композитора Густав Малер и Петр Ильич Чайковский. Петр Ильич Чайковский. И меня вот эта фотография, она очень греет. Очень греет. Это в театре. В театре. А вот здесь... Сейчас я не знаю, как это сделать, какой-то снимки. То есть чувствуется, что человек в архиве когда-то работал. А я вам сейчас покажу еще кое-что. Покажите. Жар-птица. Так, что это? Жар-птица. Теодор правильный человек. Он призы не коллекционирует. Он больше эмоции, отношения. В театре главное творческие люди. Вот для меня вот артисты, Теодор, вот они вот должны быть. А мы обслуживаем. Не надо, вот когда директор начинает думать, что он главный, все. Начинается конец оперы. Вот вы должны думать о опережении. Встали, что дальше? Дальше у нас идет как? Да. Раз. Тогда слушай меня внимательно. Вы знаете, вот я сторожил города, да? И каждый раз, сколько лет был в Перми, все время ходил на спектакли. Вот наш оперный театр. Он очень репертуарный был. Сейчас вот, ну что, могу вслух сказать просто. Меня, например, хотелось бы мне услышать бы и «Царскую невесту», и Сивильского в том исполнении, когда он был тогда. Ну сколько, лет 20 назад. Какие голоса были? Это, ну, не знаю. Поэтому прилизанную музыку я не очень люблю. Прилизанная музыка для меня – это европейская музыка. А наша настоящая – это супер. Это наш профсоюз. Да, профсоюз школьников 48. Расскажите, потому что я вообще не в курсе. На этот вопрос может ответить председатель попечительского совета. Да. На пикете будут использоваться следующие лозунги. Это я, чтобы было слышно журналистам. Наша страна, наши правила, восклицательный знак. Вступайте в НОТ, восклицательный знак.
Работает, да? Они по смыслу-то похожи, но буквы не совпадают. Не важно. Окунев Константин Николаевич, я против иностранных агентов, иностранного вмешательства. Я серьезно это говорю. Я это везде. Националист Окунев. Как говорит Путин, в хорошем смысле этого слова. Согласен полностью с вами. Полностью согласен. Жалко, что потеряли Советский Союз, если честно. У меня есть просьба. Какая? Я не могу сам развернуть эти плакаты. Почему? Ну, потому что... Вот пришли молодые люди, им сейчас и всучишь. Мне надо сходить за шариком. Подожди. Мы хотим таковых перемен. Это важно, но только лишь первое мероприятие на пути, в котором мы должны организовать крепкое и устойчивое сообщество. Значимый момент. Спасибо! То есть не хотят, чтобы рожали в Пермском крае детей. Если мамы не будут получать выплаты, то они начнут обворовывать магазины, чтобы наказать всех коммерсантов. Окурки не бросайте после того, как вы курите. Не надо меня снимать. В Кировском районе леса у нас уничтожают. Власти игнорируют интересы и мнения жителей по значимым вопросам. Пускай уматывает. А он что? Почему-то все говорят, этот новый театр, да, и никак не могут его построить. Столько лет он не может, что у нас на Руси нет грамотных театралов. У нас некому руководить театром. Чем он нам нужен? Пидорас какой-то. Конечно, пидорас. Художественный руководитель это кто? Кто? Ну кто? Мильграм. Ну кто он? Юрий. Вообще свой народ. Спектакли у него это вообще безобразно. Свои русские мужчины есть. На правительстве просто ни о чем. Нарвались? За что боролись? За Надоина боролись.
Поднимайся. Опа. Подожди. Пошел! Нормальные учителя вон все там. Пошли в одну реку не войдешь, раненое сердце не зашьешь. Я давно не видел всех твоих глазах. Отплывали наши корабли, были так несдержанно близки, но теперь стоим на разных берегах. Важный в одну реку не войдешь, раненое сердце не зашьешь. Я давно не видел все твои глаза. Отплывали наши корабли, были так несдержанно близки, но теперь стоим на разных. Друзья, вас тут двое, а там пусто. Пойдемте. А это не принципиально, да? Много счастья приводил, такого настроения должно быть. Отлично. И мы смотрим сюда, куда не надо смотреть, там бесполезно. Прыгать будем? Так. Не, прыгать это сложно. Нет. Раз, на счет 3. Раз, держим, раз, два, три. Делай так. Давай. На счет 3. Раз, два, три. Пошел. Мы снимаем небольшой фильм про Дягилевский фестиваль. Вань, слушайте, извините, я уже домой. Да, спасибо. Ребят, если надо, с пресс-службой, давайте я запишу. Что все это может значить, условно говоря? Вы знаете, я вам хочу сказать следующую вещь. Работать с властью никогда не было просто. Это всегда очень сложное взаимодействие. Вот знаете, что такое демократия? Демократия — это и есть система сдержек и противовесов. Так, я с Теодором. Awesome, right?
вырвалась. Пришла на кому поглядеть. Вот видите, что получилось. Пожар насмотрелась. Еще вас встретила. Да. На теплоходе бы покататься. До Москвы, до Волгограда. Здравствуйте. Ходите, пожалуйста. Известно легенда. Но если мы выйдем в коридор, что мы увидим? Мы увидим ангелов, которые охраняют вход в жилище. Ну, значит, чтобы гости были ну, как бы они их поверяют, что ли, гости должны быть хорошие. Такие. Поскольку квартира очень маленькая, здесь особо показывать нечего. Это такой, кабинет и спальня. Здесь тоже гобелен. Значит, очень гобелен. Это поющие ангелы. Они охраняют сон. Нет равноположенных ему фигур. Есть Теодор исполин, вот стоит такая глыба, да? А тут бегают. Теодор. Понимаете? Вот и все. Вот и все. Вам привет. Извините меня, пожалуйста. Петя, день рождения. Минкульт реализует какую-то свою идею. Есть политическая задача демонстрации каких-то быстрых успехов. Это разговор о судьбе всей культурной политики региона. И он настолько мощная и сильная фигура в этой культурной политике и настолько много всего определяет, что, конечно, это не про, условно говоря, мелочи. Его авторитет не на давлении, его авторитет именно на коммуникации, на выстроенной коммуникации. Уважение к своему зрителю, желание дать ему лучшее. Теодор открыт через свою музыку. Он с нами искренний. Мы видим его боль, мы видим, что это не какая-то супермашина, понимаете? Это живой человек с миллионом его проблем, с его личной какой-то трагедией, с его личными достижениями, с его личными идеями и концепциями. Он намного ближе, чем губернатор. В разы. Потому что он с нами, когда он играет. Как-то немножко страшно себе представить, что все закончится тем, что вернется толстая Татьяна петь в Евгении Онегине, как это было в моем школьном детстве. Здравствуйте. О, а вы куда? Я иду на спектакль. Мои ожидания – это потрясение. От спектакля «Старик и море». Я сегодня молился, чтобы все прошло на самом высоком уровне. Королет, 5-6. В Петербурге вчера было 30. Да. А завтра? Знаешь? На оставшихся 5 мест я могу артистов наших посмотреть? Нет. Держать их свободно? Да. Хорошо. Ни одного спектакля не посмотрела. Даже не издалека. Мы на балконе. Они все заняты. Абсолютно. Не может. Сегодня может. Пропустите, пожалуйста.
3 года мы проектировали театр. Был проект, замечательный проект. Каждый день занимались этим проектом. И когда он не состоялся, мне было просто больно до слез. По каким причинам это делать не стали, мне непонятно. И я бы не хотел по этому поводу какие-то давать комментарии. Я все время говорю, что Теодор гениальный человек, гениальный, талантливый человек. И очень сильный человек в этой связи. Вот. Оценивать его влияние на политиков, на руководство Пермским краем я бы не хотел. Это его прерогатива. Ну ладно, спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Сидячи на концерте Теодора Курендиса, мне вдруг к кому горло подступает. Ни у кого этого не было. Сидят женщины рядом со мной, плачут. От чего-то они же плачут. Тань, сейчас я выхожу из кабинета. Сейчас выхожу. От музыки плачут. Со слезами узнал о том, что этот проект, который 3 года потратил в своей жизни, взяли и похоронили к чертовой матери. Абсолютно непонятно по каким причинам. Конечно, будучи здесь, я уже проработав больше 20 лет, это мой родной дом здесь, но душа там находится, в том театре. Уникальная здесь ситуация. Во всех смыслах. Она правда уникальна. Но, видимо, она была заложена здесь каким-то невероятным образом в природе вот здешней земли. Вообще, как бы, Россия – это великое культурное пространство, которое власть очень редко пользуется мощью этой культуры. Пользуется только как матрешками на продажу или сусальным золотом, которые можно там продать, показать и сказать: о, а культура – это сильно объединяющий фактор. Культура, которая как бы притягивает к себе, которая делает людей другими, осмысленными. Я не знаю, они перестают быть жлобами, они перестают быть неинтересными сами себе. За 8 лет фестиваля, вообще прошла эволюция пермских зрителей. Сначала их критиковали за то, что они ужасно тормозные и очень холодные. И это была повсеместная критика у Чапорухина, у Полисского, что там пермские зрители вообще не реагируют и так далее. И такая эволюция сумасшедшая, потому что когда ты увидишь финал, то будет просто скандирование, я не знаю, люди будут топать, свистеть и так далее. Это очень круто.
Спасибо, дорогие. Спасибо. Закончится фестиваль. Ой. Плакала. Где мои маленькие девочки такие? Настоящее наслаждение, правда. Настоящее. Чего? Сегодня было явлено просто вообще. Да, уникальный парфюм, который раскрывается для каждого человека по-своему. Видите, для меня, например, этот парфюм пахнет ладаном, вот только ладаном и все. Для кого-то он пахнет, вот у нас девушки говорят, что первые ноты это миндаль. Мужчина, вот видите, аромат, представляете, насколько удивительно. А мужчина вот недавно говорил, что для него пахнет черемухой. Этот парфюм стоит 25 тысяч. December Country. Лето у нас 50 миллилитров, да. Да, это духи, это что-то, да, феромоны, сливается с вашим ДНК. Это действительно так? Что за этой дверью? Что? Что за этой дверью? Там кабинет театра. Какие впечатления? Не знаю. Я не знаю, что можно после такого говорить. Я понимаю, что все-таки ни одно видео, никакая запись ничего не передаст подобное. То, что можно пережить. Я не знаю, я никогда в жизни не была счастливее и несчастнее. Ну что, как прошло? Хорошо. Что прошло? Еще ничего не прошло. Он сказал, увидимся скоро. В Петербурге. Почему-то в голову приходят банальные и громкие слова. А на самом деле, не знаю, немножечко грустно, потому что уже состоялось это, и поэтому я с нетерпением жду. Поздравляю! С нетерпением жду Зальцбурга. А это Медея и Саня. Мы уже знакомы. Ты довольна сегодня? Да. Я очень довольна. Идем целоваться. Я уже с Медведем целовалась, вы гениальны. Надюша, спасибо огромное. Ладно, пока. Завтра, послезавтра. Скажите, уезжаете, да? Куда? В Зальцбург поедем летом? Нет, а в Петербург, говорят. Ну, я надеюсь, что там будут концерты у нас какие-то. А концерт? Да, надеюсь, что будут концерты. Это там или здесь, надеетесь, концерт? Нет, мы надеемся здесь, что там тоже будут концерты. Ах, вон как. А дома уже совсем загоревали, что вы нас тут совсем все бросите. Нет, ну как можно все бросить? Не, нельзя. Мы ничего не бросаем. Мы только подбираем все. Спасибо огромное. Ну, просто... Да, еще нет раз слов. Спасибо. Спасибо, море удовольствия. Море. Спасибо огромное. Остановка центральный универмаг. И не разберешь, пока не повернешь за поворот. Новый поворот, и мотор ревет. Что он нам несет? Пропасть или взлет? Омут или брод? И не разберешь, пока не повернешь.
skinny